Салам алейкум, курметты достар, здорово всем, друзья. Меня зовут Влад, и вы на канале в авто с пробегом. Сегодня мы вновь на авторынке Тараза, город Тараз, Казахстан. И это уже получается предновогодний выпуск. Сегодня обязательно будут машины, которые просили подписчики. Также поснимаю хорошие, интересные варианты, которые будут. В общем, ставь лайк, оставляй свой комментарий, подписывайся, если еще не подписан. Ну и пойдем посмотрим машины. Итак, начать хотелось бы с этой Camry. По состоянию кузова я уже предварительно прошел, посмотрел. По кузову все неплохо. Машина в хорошем состоянии, но есть одно но, которое меня очень смущает. Это цена. Европеец 3-литровый 7200. Ребят, 7200 за 35-ку или 30-ку, я в них не разбираюсь. Белый салон. Салон четкий, кузов четкий, покраска отличная. Вот я сейчас смотрю по кузову, все ровно. Вот есть у меня небольшое вот тут сомнение в этом месте. Но так шпатлевки, по-моему, нет. Как бы надо с толщиномером проверять. Ну, посмотрите. Вот, ну, можете посмотреть, вот, как бы, видите, отражение ровное, значит, шпатлевки, скорее всего, нет. Ну, бывают мастера очень хорошие, но состояние лакокрасочное отличное. Таких мало вариантов на авторынке. Ну и цена, соответственно, 7200, но это слишком. На мой взгляд, это очень высокая цена. Как бы по резине, по кузову, по салону не вижу проблем. Ну вот такая машина. В прошлом выпуске были минивены, и вот сейчас стоит Mazda Premacy. Не так часто встречается, но автомобиль очень хороший. Мне вот как-то ездил межгород, мне понравился. Что по этой Mazda можно сказать? Похоже, что бампер перекрашивался. Но состояние машины неплохое. Сейчас заведен мотор. Звук мотора слышен, очень тихо работает. На видео кажется, что сильно отличается капот от крыльев. Ну, капот, да, походу красился, но как бы не сильно бросается в глаза вживую, на видео гораздо сильнее. Давайте посмотрим цену. 3,3 миллиона, газ, бензин, 2001 год. Газ, бензин. Ну, для кого-то плюс, для кого-то минус. Но лишнего шума в моторе я не слышу. Немножко на бампере вот зазор великоват. Ну, бампер, скорее всего, снимался. Может, даже на саморез где-то прикручен, поэтому вот так висит. Вот. Сзади, в принципе, неплохо. Ну, вот есть такая царапинка. Ну, так, машина в нормальном состоянии. И я думаю, 3200 для нее это нормальная цена. Нужно еще проверять ее. Как бы наверняка скинет хозяин, потому что на авторынке могут скинуть и 500 тысяч без проблем. Хозяин газует, слышно. Не сильно газует, но как бы дымит. Без перебоев. Вот. Ну, вот такая машина. Такой минивэн. Просили меня снять кроссоверы джипы. Сейчас подойдем к этому X5, но предварительно посмотрим Гранту в спортивном обвесе. Не знаю, самоделка или это заводское. Диски четкие. Я бы не отказался от таких. Диски мне очень понравились. Обвес прикольный. Чехлы в салоне. Смотрите. Получается, чехлы в салоне кожаные такие. Ручку КПП, по-моему, поменяли. Так, 2,4 миллиона. Цена нормальная, приемлемая для Гранты. 2013 год. Вот. Что по машине еще? Сейчас поглядим. По кузову. Вот здесь у меня немножко возникают вопросы. На видео не видно. По-моему, здесь была шпатлевка и подкрашена. Бампер красился явно. Сзади тоже, по-моему, красилось, потому что, смотрите, значка нету. Скорее всего, его там замазали, этот место под его крепление. Ну и с этой стороны дверь немножко не сидит.
А так машина более-менее. И вот переднее левое колесо меня немножко смущает. Смотрите, сейчас я покажу, вот как оно стоит. Вот. Вроде руль ровно, но как бы немножко под углом. Возможно, немножко ходовку надо проверить. Ну, обязательно нужно проверить ходовку перед покупкой. А так, симпатичная машина. Я бы посмотрел, присмотрелся к ней. В принципе, вариант интересный. Так, как я обещал, X5. Так, посмотрим цену. Цена 5 миллионов, 3-литровый автомат, газ, бензин. 2001 год. Без вложений. Машина вложения не требует. Хозяин говорит. Так, что по кузову? Пока зазоры, все четко, аккуратно. Ну, в принципе, вроде слева нормально. Так, сзади машина. Ну, пойдет, нормальный вариант. Как бы состояние кузова хорошее. Каких-то явных косяков по кузову я не вижу. Зазорчики все ровные. Вот. Тут чуть-чуть вверх идет, возможно, крыло снимали, возможно, но я не уверен. Может, у них заводской такой зазор. Ну, видите, вниз он идет уже вот снизу вверх. Так, машина в нормальном состоянии. И вот тут чуть-чуть бампер. Вот. Ну, вот такой вариант есть, X5. В основном на базаре не особо стоит, этот более-менее в хорошем состоянии. Вот, 5 миллионов, телефон, кому интересно, звоните. Потом меня просили Nexi, в прошлом выпуске их было очень мало, по-моему, один только вариант я успел снять. Ну вот есть такая Nexia 2300, 2012 год. Сейчас Nexi, по-моему, средняя цена 1,5 или 700, ну, в зависимости от года. Вот. Ну что по этой машине сказать? В принципе, по дверям более-менее. Не вижу, что где-то была шпатлевочка. Бампер задний красился. Ну, бампера это не критично. Сзади, по-моему, полированы. Вот здесь, скорее всего, была шпатлевка. Но так по зазорам не вижу ничего критичного. Машина в нормальном состоянии, более-менее. Есть мелкие от гравия такие вот. Не видно, по-моему, на видео. Сейчас попробую. Ну, короче, от гравия мелкие такие камешки, ударчики. Маленькие микровмятины такие. Вот. Ну, по кузову нормально. Салон тоже нормальный. Резина нормальная. Кстати, вот у них часто потеют фары. Здесь фары в порядке, да, получается. Вот такая Nexia. Кому интересно, сейчас еще раз сниму номер. Позвоните. Вот, 2012 год, 2300. Бензин. И потом рядышком стоит еще один вариант. Deo. Написано родной краски. Ну, вполне возможно. Сейчас посмотрим, какая цена. Цена уже 4800, 2014 год, 1,5. Пробег 130 тысяч. Так. Ну что, по кузову. Сейчас посмотрим повнимательнее. Когда смотрю на кузов, отвлекаюсь от съемки. И получается, возможно, где-то я могу опустить телефон. Вот. Ну, все, что я увидел, вот здесь. Вот здесь немножко получается. Бампер подгоняли, подкрашивали, скорее всего. Вот. И вот там вот сзади, возле крыла, тоже бампер, зазорчик великоват. Ну а так нормально. Кузов в хорошем состоянии. Бампер перекрашивался задний. И вот это крыло, по-моему, тоже. А так шпатлевочки не вижу. По борту все вроде целехонько. Цвет аккуратный, хороший цвет, между прочим. Не сильно маркий и не сильно светлый. В принципе, в нормальном состоянии. Хорошая резина. Триангл. Вот.
Вот такая еще Nexia. Кому интересно, есть вариант Hyundai, по-моему, Gentra, гибрид. Батарея работает, да, здесь? И что, сколько расход у нее? Если смешана она же как гибрид же, она получается 5-6, да? Ну вот, экономичный очень вариант, гибрид получается. Гибриды у нас очень редко встречаются на самом деле. Но вот один из них. Я сейчас сниму. И все сниму. И номер. Давайте сейчас посмотрим номер, цену. Вот можно послушать мотор. Для новой машины чуть-чуть шумновато, но, по-моему, это генератор, подшипник шумит. В принципе, не критично. Хотя, может, это особенности таких машин, не знаю. Но вообще, обычно, да, цена, конечно, 13 миллионов. Типтроник, гибрид, бензин. 2019 год, между прочим. Грандюр. 2019 год. Для 2019 года, по-моему, это нормальная цена. Но я не знаю точно средняя цена на такие машины. И есть одно но. Гибридами у нас сложно в ремонте. Ну, не знаю, у нас Hyundai центры по гарантии делают это или нет. Но вот такая машина. Все очень аккуратно, красиво по салону. Двери мягко закрываются, открываются. Значит, с этой стороны ударов в стойку ничего не было. Замки отрепетированы. По кузову претензий не вижу. Машина чуть-чуть грязная сзади, здесь не так видно. Но в целом хороший кузов. Машина, видно, не битая, аккуратненькая. Работает движок ровно. И получается... Вот красная окантовочка тоже. Полный электропакет, естественно. Вот датчик полосы даже, да. Угу. Ну, навороченная версия тоже. Вот часики, смотрите, как красиво смотрятся. Хороший вариант. И вот задний ряд я не снимал. Задний ряд вот еще получается. Богато смотрится. Машина в хорошем состоянии. Вот единственное, резину надо поменять, сзади этот грыжа получается. Потом рядом еще одна Hyundai. Акценты меня просили тоже снять. Так, что по этой машине можно сказать? Вот поправьте меня, если я ошибаюсь. Вот здесь, по-моему, была шпатлевка на задней двери. Но зазоры ничего, ровненькие. Потом человек... Либо это реально новая машина так покрашена. Но что-то мне, знаете, как-то немного не внушает доверия лак. Хотя, как бы я... да, вижу, это новая модель. Интересно, какая цена у нее. Astana Motors. Не знаю, хозяин где, рядом нету, по-моему, хозяин. Да, скорее всего, это новая машина, но вот что-то мне лакокрасочное. Вроде оно неплохое, но, знаете, такое ощущение, что что-то с ним не так. Либо ее полирнуть надо. Как бы заводской. Ну, если что, поправьте меня в комментариях, что сами думаете. В принципе, резина, я вижу, шиповка. Вот салон получается. Все в заводских, как бы, в заводской пленке. Я не знаю, как бы это оригинальная заводская пленка или хозяин специально это сделал. Ну, вот такая машина стоит. А сейчас хотелось бы посмотреть хозяина. Если я найду хозяина, узнаем цену. Хозяина рядом не оказалось, ну вот, поэтому узнать цену пока не удастся. Может, сообщу позже. Потом, смотрите, есть Chevrolet. Меня тоже просили снять. Так, это Aveo, 2014 год. Типтроник. Так, цена 4900. 4900. Вот такая машина. Получается, что у нас по салону? Салон аккуратный. Все стандартно, как у всех.
Так, по кузову вроде ничего, нормально. Задний бампер, по-моему, опять же красился. Сегодня смотрю, многие машины с бамперами крашенными. Ну, зазоры нормальные, машина в нормальном состоянии. Можно еще проверить коробку, мотор. Коробка автомат, кстати, вот. Можно увидеть. Вот такая машина. Из Hyundai есть новая Elantra. Так, 2021 год, 1.6. 11500 цена. 21 год. Ну, машина хорошенькая. Действительно новая. По кузову все нормально. Вот, между прочим, у этой покраска мне гораздо больше нравится, чем вот сейчас я смотрел Акцент. Вот смотрите, там как бы, знаете, как будто вот машину только-только покрасили, она не полирована. Возможно, так и должно быть с завода, но здесь я вот таких вот нюансов не замечаю. Хоть машина и 21 года. Может, та только с конвейера сошла. Ну, напишите, если вы знаете. Вот, получается, открыто, да, можно посмотреть. Вот такой салон. Кстати, всегда прикалывал вот этот. Чехол там старый стоит. Хорошо. Хозяин говорит, старые чехлы здесь. Вот такая машина получается. А новая сейчас сколько стоит? По допам С салона. Доп полностью делаешь. Каска, маска. Как? Дополнительно. Нет, сколько цена будет вообще вот в салоне, вы не знаете? 14. 14? Вы 11500, да, получается, продаете? Ну вот хозяин говорит 14, с допами совсем будет. Сейчас без допов машины не продают в основном. Вот. Ну вот такая машина. Сейчас задний ряд снимем. Вот. Старые чехлы, кстати, это чехлы. Это не салон. То есть не обшивка салона. Вот. Вот такие двери. Вот весь салон. Вот стоечки. Вот. Видно, болты не крутились. Вот здесь тоже, не знаю, черные должны быть с завода, наверное, болты. Вот. Такое. В хорошем состоянии. Ну, свежая машина совсем. Вот есть вариант. Вот такой Kia. На двери была покраска, причем неаккуратно. Сейчас не видно. Я попробую сейчас подобрать угол, чтобы на видео вы увидели. Смотрите, переход с крыла на... Вот так, по-моему, видно. С крыла на машину, видите? Бело-серый. Белый сначала идет, а потом резко серый тон. И смотрите, зазор. Зазор вот здесь получается. Вот зазорчик, вот прям видно. На видео видно, как цвет отличается. И зазор, смотрите, вот как бы так не видно. Вот, видите, он неровно сходится. Должен ровно сходиться. Сейчас я попробую по машине посмотреть. Вот здесь, смотрите, как идет. Ровненько зазорчик. И как там. Вот получается, вот здесь. Вот такая машина. 5850 цена, 1.6 автомат, Рио 2014 года. Вот так. Потом задний бампер, смотрите, как зазор идет. Задний бампер тоже снимался, скорее всего, для покраски. Вот так вот, если присмотреться, цвет отличается. И вот здесь, смотрите, момент есть. Вот. И такая Рио. А цена 5 с лишним.
Передний бампер тоже снимался. Ну, короче, машина красилась. Явно. Рядом стоит Camry, ее даже смотреть не буду. Честно говоря, вот. Кто разбирается сейчас по видео, даже поймет. Бампер менялся, дверь менялась. По-моему, вся правая, левая, правая часть. Задний бампер вот. Короче, такое состояние. Не особо. Так, Camry опять мало на авторынке. 20-ки, 25-ки меня просили поснимать. Вот есть в неплохом состоянии. 3800, 99 год. Ну, я так близко не смотрел еще, но издалека она привлекла мое внимание. В принципе, по кузову для ее годов все весьма неплохо. Как бы вот к таким мелочам, зазорам придираться не стоит, потому что машина все-таки старая. Но это равняется, если рукастый костоправ найдет. Ну, я бы не стал делать. Но если кого-то раздражает, могут доделать. Видите, чуть-чуть зазорчик не сходится. А так машина в достойном состоянии. Скорее всего, серьезных ударов не было. По кузову такой вроде неплохой. Надо еще лонжероны посмотреть. Вот, чуть бампер. Вот тут щель есть. Но это мелочи. На самом деле состояние у машины неплохое. Сейчас посмотрим цену и номер. Еще раз. Автомат 3800, 99 год. 2.2 бензин. Кому интересно, звоните. Машина неплохая. Сейчас Camry, в принципе, 20-ки, 25-ки, 3 с лишним так стоят. Такая машина. Camry и Карин вот на авторынке очень мало, на самом деле. Вот 20-ки, 25-ки. Вот те, которые есть, Карины, я их даже не смотрю в основном, потому что они в не очинском состоянии. У нас Toyota в связи с нынешней обстановкой, с ценами не продают. Давайте посмотрим Subaru. Мимо Subaru пройти тоже не могу. Что по этому Subaru? Бампер надо красить, и он уже красился. Крыло вот это, но чуть-чуть подшатанное, но вроде бы как бы родное, заводское. Так, 2.5, 2002 год, газ, бензин. А цена какая? Цена какая у вас? 3300 цена. Спасибо. 3300 цена вот этой машины. Subaru, конечно, машина классная, но говорят, в обслуживании проблем, сложно, да? Как бы, если любитель, если есть деньги, можно взять по своему бюджету. Вот я обращаю внимание на бампер. Нужно выровнять. Не знаю, получится, не получится, это в костоправу. Вот. Этот бампер тоже красился, снимался. Ну, конечно, машине столько лет, это уже не удивительно. На видео кажется, что двери отличаются, но это не совсем так. Цвет более-менее ровный, просто так падает. Вот. Ну, как бы видно. Не видно на видео, как он на самом деле. Немножко искажается цвет. Ну, вот такой Субарик. Вот. Просили меня также поснимать RAV4 CRV. RAV4 вот есть в Рапторе. Покрашен Раптором. Покрашен, в принципе, аккуратно. 2400 цена, автомат. Единственное, праворульный. Сейчас нашим людям уже скоро будет все равно, праворульная или леворульная машина. Toyota есть Toyota, праворульная даже обычно по комплектации богаче. И многие любят праворульную Toyota больше. Хотелось бы четырехдверку, но вот двухдверка, кто на рыбалочке там ездит. 95-й год. Вот бампер нужно прикрепить, почему-то висит. По резине все нормально, по кузову нормально. Для ее годов все по кузову пойдет. Есть там некоторые мелочи, но это мелочи на самом деле. Покрашена Раптором. Вот говорю, кому на рыбалку, на охоту. Вот есть такие моменты. Вот такая машина получается. Шымкентского региона.
Вот есть Nexia еще одна. Не помню, по-моему, я ее в прошлом выпуске не снимал. Или я ее снимал. Ну, не помню. Все равно сниму на всякий случай. Нет, это другая. Так, лобовое стекло под замену, то, что вижу сразу. Вот салон такой аккуратный, чистый. По кузову, честно, среднее состояние. Не буду ничего говорить. Что ты снимаешь без разрешения? Нельзя? Против? Нельзя, конечно. Ну все, хорошо. Не буду снимать. Цену не скажете? Не скажу. Ну, в общем, хозяин против, не хочет снимать машину. На сегодня у нас все. Спасибо всем, кто смотрит мой канал. Я постарался снять машины. Если какие-то машины, которые вы просили, еще не попали в выпуск, они будут в следующих выпусках. Просто чаще всего причина в том, что либо я не нахожу хорошие варианты, либо я не могу снять машину просто потому, что ее нет на авторынке. То есть, например, CR-V, RAV4 встречаются очень редко. Вот то, что я снял, это был один из таких вариантов, которые есть. Вот. В общем, спасибо всем, кто смотрит канал. Если еще раз говорю, ваши машины не попали если еще ваши машины не попали в выпуск, я сниму их в следующих выпусках, может уже после Нового года, потому что желающих много, просьб много. В общем, спасибо всем, кто пишет комментарии, кто ставит лайки, подписывается на канал. Рад стараться для вас. Ну и до встречи.